Здравствуйте. Добраться до Магадана можно только на самолете. Поезда туда не ходят по простой причине, там нет железной дороги, а по морю доставляют только грузы. Перелет из Новосибирска до Магадана длится 5,5 часов. При подлете к городу открываются красивые виды на колымскую природу. Мой самолет совершил посадку в аэропорту Магадана. Аэропорт находится за 50 километров от города, и, видимо, ближе удобной площадки для посадки не нашли. Дамы и господа, добро пожаловать в Магадан. Температура воздуха плюс 11 градусов. Местное время 8 часов 33 минуты. Я высаживаюсь в аэропорту и на автобусе добираюсь до города. От автовокзала до гостиницы примерно 1,5 километра, и я решил пройти их пешком, чтобы немного посмотреть город, ну и размять ноги после длительного перелета. Погода была отличная, тепло, зеленая трава, голубое небо, хотя прогноз говорил о том, что будет всего 12 градусов, и я надел куртку. До гостиницы добирался, можно считать, по окраине города, она вся застроена хрущевками и более поздними девятиэтажными панельными домами. В общем-то, обычный пейзаж для любого советского города. А вот и моя гостиница «Маяк». Она стоит почти на берегу Охотского моря. Видно море немножко. Из номера открывался красивый вид на бухту и на маяк. Сложив вещи, я сразу решил пойти к морю. Вот такие тут виды. Сопки, дома, морские контейнеры, пятиэтажки. А вот это уже более современная постройка. Совсем недавно здесь облагородили набережную на бухте. И, в общем-то, еще продолжаются здесь какие-то строительные работы. Выглядит все очень прилично, красиво. Здесь довольно приятно находиться. Сейчас я вдоль набережной иду к памятнику, который называется «Время». А выглядит он вот так. Это мамонт, собранный из часовых механизмов. Вот такая необычная структура, которая является визитной карточкой Магадана. Этот собор был построен на фундаменте вроде бы облисполкома, который заложили, но не успели достроить. Вот такая вот ирония. А это уже моя прогулка по центру города. Иду по центральной улице. Город стоит на холме, то есть я поднимаюсь вверх сейчас.
Ну и можно видеть, что центр застроен сталинской архитектурой. Такие красивые дома с архитектурными излишествами, балкончики, башенки, часы. Сами дома выглядят довольно ухоженными. Видно, что делается ремонт своевременный. И вообще город выглядит довольно свежо и ухоженно. Ну, практически из любого места города видны сопки, которые окружают город со всех сторон. Сам город небольшой, в нем 95 тысяч жителей. Муниципальное учреждение, городской парк. А это парк, городской парк. Классический, с деревьями и аттракционами. Город выглядит молодым, потому что здесь много молодежи и детей. Вот. Может быть, потому что на пенсии люди стараются уехать куда-нибудь в более теплое место, или, как здесь говорят, на материк. То есть центральные или южные районы страны. Так, решил скататься на колесе. А вот там вид прикольный. На эту можно, да? Вот я добрался до колеса обозрения, с которого открывается вид на город. Такой вот вид отсюда. И там море было видно, уже не видно. И вот тут вышка. Вышка-телевышка. Такие виды с колеса обозрения. Это телевышка, которая не выглядит очень высокой, но она находится на самом высоком месте в городе. Продолжаю прогулку, заглядываю во дворы, осматриваю красивые сталинские дома. И, в общем, как я уже говорил, везде все довольно прилично покрашено, отштукатурено, где не видно какой-то облупившейся краски, там падающей штукатурки, то есть все довольно ухожено. Но хотя, пожалуй, облупившуюся штукатурку я все-таки нашел. И сидит какая-то статуя сейчас. Посмотрим, кто это. Прям сквер. Интересный дворик с фонтанчиками, скульптурой. Погода благоприятствовала, весь день было тепло и солнечно. С этим мне повезло.
Город небольшой, и, наверное, весь его можно пересечь за час ходьбы поперек от бухты до бухты. Город сам находится на полуострове и с двух сторон омывается морем Охотским, двумя бухтами, а с третьей стороны у него горный массив. Я немного авиафотограф и прилетел в Магадан на спотинг. Здесь нас довольно тепло встретили местные спотеры. Николай? Так, что, я первый пока что, да? Мы поехали на смотровую площадку, с которой хорошо видно весь Магадан. Приветствую. Николай. Николай. Сейчас хорошо видно, что Магадан находится между двумя бухтами, бухтой Гертнера и бухтой Нагаева. А сейчас в кадр попал памятник «Маска скорби», который поставлен в память о политзаключенных, которые отбывали срок в местных лагерях. Перемещаемся на еще одну смотровую площадку, в этот раз с видом на бухту Гертнера. Вау, вот это красота. Опять едем по городу, среди пятиэтажек и девятиэтажек. Интересно, как здесь устроены балконы, а в некоторых девятиэтажках вот сейчас хорошо видно. Их как бы вот архитектурный облик напоминает мне рыбью чешую. Я такого нигде раньше не встречал. Магадан очень рыбный город, и мы попали как раз в период нереста рыб. И здесь местным жителям разрешают в день выловить по 3 рыбы. Тем временем мы подъехали к этнопарку Дюкча. Это тоже относительно новый парк, построенный недавно на месте какого-то бывшего завода. Вот, собственно, река, которая впадает в Охотское море, и рыба, которая идет на нерест, как раз заходит в эту речку. Место популярное, и многие жители Магадана приезжают сюда с детьми и просто так на прогулку. Также в это время в Магадане белые ночи. Темнеет очень поздно и светает очень рано. То есть буквально там заход
час ночи, а в 2 часа ночи уже восход. Сейчас вот я встал ночью, там 4 часа утра, а светло как днем. На следующий день у нас был спотинг, мы приехали в аэропорт пораньше и целый день там провели фактически. Старый терминал. После спотинга мы заехали на старый аэропорт. Вот так он сейчас выглядит. И совсем недавно он был действующей авиационной гаванью. Буквально в декабре 2024 года ввели в строй новый терминал. А до этого времени все улетали отсюда. Здесь же находится известный памятник Ан-12, который стоит возле старого терминала. Можно до сих пор к нему подъехать, пофотографироваться и посмотреть на него. Это настоящий Антонов Ан-12. Бонусом к спотингу нас еще свозили на аэродром Сахарная Головка, где базируется вертолет авиации Колмар. Продолжаем путешествовать по достопримечательностям Магадана и едем на следующую смотровую площадку. Она расположена над пляжем Нюкля. Красивое и историческое место. Отсюда открывается красивый вид на бухту Гертнера, на горную гряду на полуострове, где стоит Магадан, и на пляж внизу. Потом мы спустились на сам пляж, к историческому месту, где высадилась первая экспедиция колымская. На этом берегу 1928 года высадилась первая колымская экспедиция. Далее проехали по пляжу, на нем собирается очень много рыбаков и видно старое здание. Вот это остатки рыболовецкой деревни, которая здесь существовала и которая была снесена штормом. Остались только какие-то отдельные здания. Ну и строятся новые, потому что место у рыбаков популярное. То есть они прям сюда приезжают с конкретной целью вылова рыбы. Вся эта деятельность регулируется лицензиями. И можно ловить, соответственно, купив лицензию столько, сколько позволено. Еще одна смотровая площадка. В том же районе, немножко другой вид, тоже очень красиво.
Кроме замечательной природы, в Магадане еще и богатая морская фауна. Например, здесь с катера можно наблюдать за касатками. В конце насыщенного дня мы собрались в баре, чтобы обсудить прошедшие события и просто поболтать. Просто логотипчик у них старый, и когда, допустим, какие-то мероприятия были, какой-то сувенир, что готовишь, рисуешь, дайте логотип. Спасибо вам огромное за все эти показухи. Леш, тебе вообще огромное за трансфер, который это круто. Надеюсь, мы не заржавеем, если вы вдруг захотите. Утро следующего дня. Я решил дойти до небольшого музея под открытым небом, где собрана военная техника и, самое главное, МиГ-21. Потом я вернулся на набережную, чтобы еще раз, последний раз погулять там. Можно подняться на крышу кафе, где расположена смотровая площадка. Оттуда открывается шикарный вид на всю набережную парка «Маяк». Здесь у нас бухта Нагаева с этой стороны. Сейчас спущусь к Охотскому морю. Ну вот, собственно, само море. Там вдалеке порт. Я попал в самое начало отлива, пока вода еще не ушла далеко от берега, но видно, что уже отходит. Потом я попытался снять таймлапс этого отлива, но что-то не очень получилось, не очень заметно, как уходит вода. В парке «Маяк» есть очень красивый фонтан цветом музыкальный. Его почему-то включают только периодами, возможно, идет какая-то настройка. И мне как раз повезло увидеть работу этого фонтана. Рыбный рынок в Магадане. Большое разнообразие рыбы различной обработки. Тут тебе и копченая, и вяленая, и какая тебе угодно. Там еще, да? Продают в вакуумных пакетах, если попросишь, для того, чтобы удобнее было везти на самолете. Многие жители Магадана, когда летят кому-то в гости,
везут с собой много разной вкусной рыбы. И я тоже купил домой несколько упаковок. Это следующий день, мой последний день в Магадане. С утра у меня самолет, и вот такое туманное утро, я еду в аэропорт. Когда доехали до аэропорта, распогодилось, стало ясно. Гуляю по терминалу. Ну вот, касатки, как один из символов Магадана. И посадка в самолет. Лечу обратно в Новосибирск. Не допускается размещать ручную кладь у аварийных выходов, в проходах самолета. Тянуть за ремень, подтяните его по размеру. Последний взгляд на красоты Магаданского края из-под крыла самолета. Пока Магадан, было здорово.